Здравствуйте, друзья! Предыдущие недели были богаты на информационные потрясения со стороны провластных СМИ и силовиков. Массовое задержание по уголовным статьям комментаторов из сети, высказывающихся в отношении трагедии Андрея Зельцера, прямые угрозы, рассылаемые якобы от имени ГУБОПа о посадке на 7 лет за подписки на телеграм-каналы. Из разных источников идет большое количество противоречивой информации. Давайте разбираться, что происходит и как поступать. 13 октября в телеграм-канале, который связывает с ГУБОПИК, появилось заявление, что после принятия Совмином постановления номер 575 о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма, ведомство будет добиваться признания незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, экстремистскими формированиями. Якобы после этого подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов могут понести уголовную ответственность по статье 361.1 Уголовного кодекса, а именно создание экстремистского формирования либо участие в нем. Значит ли это, что каждый подписчик запрещенного телеграм-канала или участник чата, признанного экстремистским, автоматически понесет уголовную ответственность? Ответ здесь однозначный – нет. В настоящее время ни один из каналов и чатов не признан экстремистским формированием. Все они отнесены лишь к экстремистским материалам. А это значит, что вы можете читать такого рода материалы, быть подписанными на них, но не можете их сохранять в память своего устройства и пересылать кому-то даже в личной переписке. А если в ближайшее время эти каналы и чаты признают экстремистским формированием? Это возможный вариант, и к нему надо быть морально готовым. Но даже в этом случае уголовная ответственность для подписчика и простого участника чата не наступает. Почему? Потому что закон говорит о том, что уголовную ответственность несут создатели и руководители структурных подразделений экстремистских формирований, то есть владельцы и админы каналов и чатов. Мы не можем за вас принять решение о том, стоит ли в дальнейшем читать эти источники, будучи на них подписанными, но просим вас в целях личной безопасности воздерживаться от комментариев в них. Такая позиция с нашей стороны может вам не понравиться, но перед принятием решения подумайте о следующем. Представители правозащитного сообщества Беларуси отмечают, что аресты и лишение свободы стали инструментом репрессий в отношении инакомыслящих. В частности, задержано более 200 человек, 136 из них заключены под стражу по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 и 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за публикацию комментариев в сети интернет в связи с гибелью Андрея Зельцера и Дмитрия Федосюка. Заключен под стражу также журналист «Комсомольской правды» в Беларуси Геннадий Можейко, автор статьи о перестрелке в квартире Зельцера. С юридической точки зрения, единственный комментарий, который может повлечь уголовную ответственность, это комментарий с призывами к насильственным действиям в отношении силовиков. Если кто-то написал, например, «Андрей Зельцер герой», то он имеет право считать его героем так же, как имеет право написать «Костусь Калиновский герой». С этим ничего нельзя и не надо делать, это свобода слова. Но на практике сегодня в Беларуси все складывается по-другому. Уголовная ответственность за разжигание иной социальной вражды или розни, статья 130 Уголовного кодекса, следственными судами селективно и дискриминационно применяется исключительно для защиты институтов власти, причем выделение представителей власти, сотрудников органов внутренних дел, государственных служащих, военнослужащих и тому подобное в качестве социальных групп, подпадающих под защиту в этом контексте, является необоснованным. Логику белорусских властей надо обсуждать не в рамках закона, а в рамках войны. Недавно журналист гостелеканала СТВ Григорий Озаренок утверждал, что нет больше журналистской этики, а есть солдаты информационной войны и те, кто делает прогноз погоды. И именно так и поступает режим, пытаясь вас запугать. Единственным правильным и безопасным вариантом поведения остается не поддаваться на провокации, не бояться и действовать так, чтобы вас не зацепили жернова правосудия. Как соблюдать цифровую безопасность, мы подробно об этом рассказывали в другом нашем видео, ссылка в описании. В конечном итоге цель всех этих каналов и чатов донести до вас правдивую информацию о ситуации в Беларуси, а не стать причиной вашего задержания. Читайте новости, следите за повесткой, не сдавайтесь и соблюдайте правила безопасности, чтобы встретить новую Беларусь, будучи на свободе. Берегите себя. Пока.